Поднимите руку, если вы пробовали Red Bull. Да, тот самый, который окрыляет. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что за быки нарисованы на логотипе банки? Это не просто какие-то красные сильные быки. Это гауры. Эти животные могут окрылять по-своему, подевая рогами. Так что улетишь далеко, даже если ты тигр. Гаур известный также как индийский бизон. Это самый большой и высокий представитель семейства полоробих. Для сравнения, это все те, кто относится к ныне живущим быкам, коровам, баранам, антилопам, газелям и козам. Да, гаур превосходит по размеру буйвола африканского, зубра европейского и бизона американского. Что это за силачи такие? Представьте себе почти 2 тонны чистых мышц. Умножьте на 2,2 метра высоты в холке. Вот вам и животное, которое может соревноваться по габаритам и мощи даже с носорогом. Хотя, конечно, не с африканским, а с индийским. Взрослый самец будет выше на 20 сантиметров и тяжелее на 100-200 килограммов. Самки гаура меньше вдвое своих кавалеров, но их размеры тоже впечатляют. Средний вес фитоняшки из Индии – около 700 килограммов. Для сравнения, максимальная масса домашних коров не превышает 600 килограммов. А что самое пугающее в этой истории? Характер. Это вам не какая-то домашняя скотина, помахал палочкой, и она пошла. Это 2 тонны ярости, снаряженные стальными мускулами, острыми копытами и рогами длиной в метр. Стадо гауров разгоняет медведей по лесам, пугает крокодилов в реках и устрашает леопардов, загоняя их на деревья, как котят. Эти парнокопытные чувствуют себя настоящими властителями джунглей. А кто им может противостоять? В Юго-Восточной Азии, родном регионе этих гигантов, есть только одно существо, способное укротить взбунтовавшегося быка – тигр. Это единственный природный хищник, который в принципе может напасть на взрослого гаура. Но это не означает, что такие атаки всегда успешны. Чаще всего крупные кошки решаются охотиться на молодняк или ослабленных особей. Реже они осмеливаются атаковать взрослых весом под тонну. Во время нападения гауры окружают уязвимых членов стаи, выставляя наружу рога и копыта. Была даже зафиксирована ситуация, когда быки защищали уже погибшего теленка, не позволяя тигру приблизиться. Кстати, за безопасность и благополучие стада отвечает самка. У гауров царит матриархат. Самая старшая корова ведет свою группу к водоему, предупреждает об угрозах, ведет на пастбище. А самцы? Они отдыхают. Эти парнокопытные танки беззаботно бродят по джунглям и наслаждаются жизнью. Захотят – примкнут к стаду, не захотят – останутся в одиночестве до первого брачного сезона. Ждете с нетерпением драматических битв между быками? Придется вас разочаровать, гауры таких не устраивают. Самцам достаточно оценить размер противника, чтобы понять, победа или поражение. Поэтому чем бык больше, тем его шансы потомства оставить выше. Рожденный теленок будет воспитываться в любви и заботе. Период кормления молоком у гауров вдвое дольше, чем у домашних коров. Малыш остается с матерью до года. Но вот с людьми и домашними животными у гауров отношения напряженные. В тех районах, где дикие быки часто видят человека и ощущают его присутствие, индийские бизоны перестают его опасаться. В регионах, где они редко сталкиваются с людьми, они их и не боятся. Получается замкнутый круг, знают ли гауры о человеке или нет, лучше им на глаза не попадаться. Эти гиганты способны справиться с тиграми. Даже с оружием шансов мало, раненый зверь становится еще опаснее. Но использовать оружие запрещено. Охота на гауров строго запрещена, ведь они занесены в Красную книгу. В 2016 году численность популяции диких индийских быков составляла всего 16 000 особей. Ситуацию усугубляют разрушение среды обитания и вмешательство домашних коров. Для последних соседство с дикими собратьями не сулит ничего хорошего. Агрессивные быки убивают домашний скот и нападают на людей, защищающих свое хозяйство. Да, государство выплачивает компенсации. Но разве деньги могут вернуть человеческую жизнь?